Когда огромная касатка выбросилась на берег на новозеландском пляже, десятки людей окружили это существо. То, что произошло дальше, лишило всех находившихся на пляже дара речи, поскольку они стали свидетелями того, чего никто из них не ожидал увидеть в своей жизни. Солнце едва успело взойти над Мальборо-Бич в Новой Зеландии, когда местные жители увидели тревожное зрелище. Там, распластавшись на песке, лежала огромная касатка, ее черно-белое тело блестело в лучах утреннего солнца. Серьезность ситуации стала очевидна сразу. Теперь эта касатка была беспомощна на суше. Слухи быстро распространились по небольшому прибрежному сообществу, и люди поняли, что нужно действовать быстро. По мере того, как раздавались крики о помощи, на пляже собиралось все больше зевак, на их лицах читалась смесь беспокойства и недоверия. Интересно, что это был не первый случай наблюдения касаток за последние дни. Буквально вчера любители пляжного отдыха были в восторге, увидев стаю касаток, охотящихся недалеко от берега. Это были не маленькие животные. Каждая касатка была длиной со школьный автобус. Группа двигалась слаженно, как хорошо обученная команда пловцов. Некоторые ныряли глубоко, в то время как другие держались у поверхности. Вероятно, они охотились за рыбой, подплывая к берегу. Люди останавливались, чтобы понаблюдать за ними. Дети показывали на воду, когда касатки демонстрировали свои навыки плавания. Касатки оставались у берега несколько часов, а когда солнце село, они уплыли обратно на более глубокую воду. Посетители пляжа разошлись по домам, думая, что увидели нечто особенное. Никто не мог предположить, что на следующий день одна из этих касаток будет бороться за выживание на пляже. Местное сообщество быстро привязалось к выброшенной на берег касатке и назвало ее Люси. Это было не просто морское животное. Касатки – одни из самых умных животных на Земле. Их мозг большой и сложный, как у дельфинов и шимпанзе. Они могут решать задачи и запоминать информацию на долгие годы. Касатки – такие хорошие охотники, что ученые называют их морскими волками. Они работают группами, чтобы добывать пищу, и делятся своими приемами с более молодыми собратьями по стае. Известно, что они создают волны, которые сбивают тюленей с ледяных потоков и даже специально выбрасываются на берег, чтобы поймать добычу, но только в тех местах, где, как они знают, можно соскользнуть обратно на глубину. Так как же такое умное животное оказалось на мели? Ответ, вероятно, кроется в сложных прибрежных водах. Когда касатки охотятся, они полностью сосредотачиваются на своей добыче. Люси, возможно, погналась за рыбой на мелководье, не осознавая, как быстро понижается уровень воды. Изменяющиеся приливы могли заманить ее в ловушку, вытолкнув дальше на берег. Даже обладая всем своим интеллектом, касатки не могут читать графики приливов и отливов или предсказать, как смещаются песчаные отмели под воздействием волн. Однако вопрос «как» был более актуальным, чем «что» сейчас. Можно ли спасти Люси? Это огромное животное было создано для плавания в глубоких океанских водах, и оно застряло на суше. В океане касатки – одни из самых сильных животных на Земле. Они могут плавать быстрее олимпийских чемпионов и нырять глубже подводных лодок. Но Люси не могла использовать ни одну из этих способностей на пляже. С наступлением утра положение касатки ухудшалось. Солнце поднялось выше, освещая кожу кита. У касаток темная кожа, которая быстро впитывает тепло. В океане это не проблема, потому что вода сохраняет их прохладными. Но на пляже это означало, что касаткам становилось все жарче. На пляж приходило все больше и больше людей. Каждый пришедший задавал один и тот же вопрос. Чем мы можем помочь? Люди знали, что им нужно действовать быстро. Они разработали план, как сохранить касатке жизнь, пока не придумают, как вернуть ее обратно в океан.
Некоторые люди побежали к своим домам и вернулись с ведрами. Они наполнили эти ведра морской водой и вылили ее на тело касатки. Тело. Это помогло по двум причинам. Кожа касатки оставалась влажной и прохладной, что напоминало ей о том, что она находится в океане. Другие люди принесли большие простыни и полотенца. Они намочили их в морской воде и накрыли ими тело касатки. С течением времени состояние касатки ухудшалось. У касаток гладкая, эластичная кожа, которой необходимо оставаться влажной. Кожа касатки высыхала, несмотря на то, что люди постоянно обливали ее водой. Дыхание касатки тоже изменилось. Сначала она дышала ровно, но со временем ее вдохи стали более частыми и поверхностными. Казалось, что ей приходится прилагать больше усилий, чтобы набрать воздуха. Изменились и ее глаза. У касаток большие выразительные глаза, которые кажутся почти человеческими. Когда касатку впервые вытащили на берег, ее глаза были настороженными, и она оглядывала людей. Но теперь они стали выглядеть тусклыми и рассеянными. Казалось, она слишком устала, чтобы замечать, что происходит вокруг нее. Видя, что касатки становятся все хуже, все стали работать еще усерднее. Те, кто пришел на пляж просто понаблюдать, теперь присоединились к ним, чтобы помочь. Некоторые схватили ведра и присоединились к очереди людей, приносящих воду из океана. Другие помогали придерживать мокрые простыни, чтобы защитить их от солнца. Помогали и дети. Некоторые из них ходили в близлежащие магазины и приносили волонтерам бутылки с водой. Другие помогали организовать доставку продуктов, следя за тем, чтобы все было легко найти в случае необходимости. Спасатели знали, что им нужен план получше. Они не могли бесконечно поливать касатку водой. Ей нужно было вернуться в океан, и как можно скорее. Но как они могли переместить что-то настолько тяжелое? Взрослая касатка может весить до 6 тонн. Примерно столько же, сколько весит крупный слон или большой грузовик. Как бы люди ни старались, они не смогли самостоятельно спустить касатку обратно в воду. Казалось, что их первоначальный план сработает. Местная рыбацкая лодка предложила помочь отбуксировать Люси обратно в море. Идея была проста. Прикрепите к лодке веревки, аккуратно оберните их вокруг Люси и оттащите ее на более глубокое место. Капитан лодки был готов, и веревки были на месте. Однако у природы были другие планы, когда они попытались осуществить этот план. В тот день море не было спокойным. Волны продолжали разбиваться о берег, отбрасывая лодку назад каждый раз, когда она пыталась подойти достаточно близко. Капитан катера попробовал 3 разных подхода, но волны каждый раз вынуждали его отступать. Если бы лодка подошла слишком близко к берегу, она также могла бы застрять на песке, что привело бы к 2 проблемам вместо одной. Еще одной проблемой были веревки. Кожа Люси, обычно защищенная водой, была чувствительной. Веревки могли врезаться в нее, как тугая резинка в палец. Даже если бы им удалось правильно расположить лодку, перетягивание могло причинить серьезный вред. Никто не хотел идти на такой риск. После того, как план с лодкой провалился, команда перешла ко второй идее. Кто-то предложил прорыть в песке канал, похожий на небольшую речку, ведущую от Люси к океану. План имел смысл. Проложите дорожку, по которой могла бы течь вода, и помогите Люси удержаться на плаву. 20 человек схватили лопаты и начали копать, но песок не поддавался. Как только они начали копать, стенки канала обрушились, засыпав его обратно. Это было похоже на попытку вырыть яму на пляже у воды. Песок продолжал сползать обратно в яму. Они пытались расширить канал, но происходило то же самое. Даже на тех участках, где им удавалось сохранить канал открытым, они сталкивались с более серьезной проблемой. Поток воды был недостаточно сильным, чтобы помочь Люси выбраться. Обе попытки спасения потерпели неудачу, но эти неудачи научили команду кое-чему важному. Они не могли бороться с природой. Им нужно было работать с ней. Осознание этого заставило команду разработать окончательный план — дождаться прилива.
Это было наиболее разумно. Вода помогла бы поднять вес Люси, когда прилив начнется естественным образом. А пока они могли бы поддерживать ее кожу влажной и прохладной. Как только вода стала достаточно глубокой, Люси смогла использовать свои силы, чтобы плыть. Этот план был более безопасным и работал на благо природы, а не против нее. Однако время поджимало. Чем дольше Люси оставалась на суше, тем опаснее это становилось для нее. Но возникло еще одно серьезное беспокойство. Касатки живут семьями, называемыми стаями, и никогда не покидают друг друга. Стаи — это как очень дружная семья, которая остается вместе на всю жизнь. Мама, папа, братья, сестры и даже бабушки с дедушками. Все они вместе плавают, охотятся и защищают друг друга. У них даже есть свои особые звуки, с помощью которых они разговаривают друг с другом, словно на своем тайном языке. Семья Люси, вероятно, плавала где-то поблизости на более глубокой воде, ожидая и зовя ее. Касатки очень расстраиваются, когда не могут побыть со своей стаей. Спасатели видели, как волновалась Люси. Иногда она издавала звуки, вероятно, пытаясь перезвонить своей семье. Вот почему все работали так быстро. Они знали, что Люси нужно как можно скорее вернуться в свою капсулу. Некоторые эксперты спасательной команды также знали, что если они смогут вернуть Люси на глубину, ее капсула поможет ей. Известно, что касатки поддерживают больных или травмированных членов семьи, подплывая к ним поближе и даже выталкивая их на поверхность, чтобы они могли подышать, если им нужна помощь. Но сначала они должны были забрать Люси с пляжа. Если их план не сработает, Люси, возможно, никогда больше не увидит свою семью. Однако по мере того, как тянулись часы, стало ясно, что Кит сдалась. Когда она попыталась прийти в себя, ее движения стали более частыми, ее дыхание стало прерывистым. Толпа наблюдала за происходящим в мучительном молчании, многие вытирали слезы. Казалось, что, несмотря на все их усилия, они станут свидетелями трагедии. Затем, когда начался прилив, первые волны достигли хвоста Люси. Хвост. Внезапно она почувствовала движение. Ее хвост дернулся. Этот маленький знак сказал всем об этом. Люси не сдавалась. Она берегла силы, ожидая, когда вода вернется. Спасатели увидели свой шанс. Когда вокруг Люси стало прибывать все больше воды, они начали осторожно раскачивать ее тело. Это движение помогло воде течь под ней и показало ей, в каком направлении находится более глубокая вода. Касатки чувствуют движение воды, и Люси могла определить, в каком направлении они вернутся к океану. Сначала казалось, что ничего не меняется. Команда продолжала раскачиваться. Затем Люси начала медленно реагировать. Она начала двигаться по течению, используя свой хвост, чтобы определить наилучший путь. Она не билась и не паниковала. Она работала со спасателями, используя прилив, чтобы помочь поднять свое тело. Такая тщательная координация действий Люси и спасательной команды показала, почему касаток называют одними из самых умных животных в океане. Большинство диких животных впадают в панику, если человек пытается к ним прикоснуться, но только не Люси. Казалось, она знала, что все эти люди на пляже пытаются спасти ей жизнь. Когда спасатели осторожно подтолкнули ее в сторону, она двинулась в ту сторону. Когда они повели ее к более глубокой воде, она попыталась последовать их примеру, как будто она могла понять, чего они от нее хотели. Добровольцы, стоявшие теперь по пояс в прибое, толкали и тянули ее, пытаясь вывести на свободу. Плавать. Это была изнурительная и опасная работа. Одно неверное движение могло привести к травмам от мощных плавников кита. Но никто не хотел сдаваться. Наконец, спустя несколько часов, Люси достигла глубины, на которой она могла свободно плавать. На мгновение воцарилась напряженная тишина, пока все ждали, что будет дальше. Кит некоторое время плавал, казалось, в нерешительности. Затем, мощно взмахнув хвостом, она устремилась вперед.
Толпа взорвалась радостными возгласами и аплодисментами. Многие обнимали друг друга от радости и облегчения, но касатка не перестала их удивлять. Вместо того, чтобы сразу же поплыть в море, она повернула назад, приближаясь к берегу, где стояли волонтеры. На мгновение у некоторых замерло сердце, и они испугались, что она снова может ударить себя. Но она резко остановилась, ее спинной плавник прорезал воду, когда она поплыла параллельно пляжу. Пока все смотрели, она сделала нечто удивительное. Она вынырнула из воды всем телом, вращаясь в воздухе. Это движение, называемое «прорыв», используется касатками для общения друг с другом. Прыжок Люси был не просто показным. Она сказала своим спасателям и Паду, что с ней все в порядке. Когда касатки ныряют в воду, они используют свой мощный хвост, чтобы полностью высунуться из воды. То, что Люси сделала это после того, как ее выбросило на берег, показало, как много сил к ней вернулось. При каждом прыжке вода разбрызгивалась во все стороны, как от гигантского пушечного ядра в бассейне. Толпа ахала и приветствовала каждый прыжок. Люси преодолела барьер трижды. Каждый прыжок был похож на празднование победы. Известно, что касатки – одни из немногих животных, которые празднуют и играют просто потому, что они счастливы. Они – одни из немногих животных, помимо людей, которые учат своих детенышей играть. Люси демонстрировала всем прекрасный пример радости касаток. После своих прыжков Люси поплыла к более глубокой воде. Ее движение показало всем, что это было не просто везение. Она точно знала, куда направляется. У касаток есть внутренний компас, который помогает им ориентироваться в океане. Они могут запоминать маршруты и местоположения на долгие годы, передавая эти знания своей стае. Когда Люси проплыла дальше, люди смогли увидеть, как ее высокий спинной плавник рассекает воду. Спинной плавник может быть высотой со взрослого человека, и у каждой касатки он немного отличается, как отпечаток пальца. Толпа наблюдала за ней до тех пор, пока она не скрылась из виду, зная, что она возвращается к своей семье. Когда адреналин от спасения схлынул, до них начала доходить реальность того, чего они достигли. Незнакомые люди обнимались, смеялись и плакали вместе. Они объединились в сообщество и спасли жизнь, несмотря на невероятные трудности. В последующие дни история спасения касаток распространилась далеко за пределы побережья Мальборо-Бич. Это стало главной темой национальных, а затем и международных новостей. Морские биологи, изучавшие инцидент, были поражены очевидным пониманием и сотрудничеством кита во время спасательной операции. История этой касатки от ужасной ситуации на новозеландском пляже до триумфального возвращения в океан свидетельствует о том, какие необычные вещи могут произойти, когда люди объединяются, чтобы помочь нуждающемуся животному. Это напоминание о том, что иногда самые невероятные моменты в жизни – это те, которых мы никогда не ожидали. Что вы думаете об этом удивительном спасении? Вы когда-нибудь были свидетелем спасения животных или участвовали в нем? Поделитесь своими мыслями и впечатлениями в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк на это видео, включить уведомления и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить еще больше невероятных историй о животных.